Покрытие расходов на отопление. Пособие Бюргергельд за 1 месяц. Агентство по трудоустройству предоставляет информацию в информационном листе о допущении расходов на отопление. При получении высокой доплаты за отопление можно в 2023 году претендовать на получение пособия для граждан на 1 месяц. Весь информационный бюллетень гласит: если вы получили большую задолженность по оплате отопления, вы можете подать заявление на получение пособия гражданина всего за 1 месяц в 2023 году. Это не обязательно должна быть дополнительная плата за отопление. Покупка топлива, такого как печное топливо или пелеты, также может оправдать право на получение пособия для граждан. Вы можете подать заявку легко и удобно из дома. Вы можете найти онлайн заявку на странице, указанной в описании под этим видео. Вам не обязательно подавать заявление на получение месячного пособия для граждан в том месяце, в котором вы должны оплатить счет, месяц оплаты. Тем не менее, вы должны подать заявку не позднее конца 3-го месяца после соответствующего месяца. Это означает, что если доплата или счет-фактура должны быть произведены в январе 2023 года, вы все равно можете подать заявку до апреля 2023 года. Это относится ко всем заявкам, поданным до 31 декабря 2023 года. При проверке, имеете ли вы право на пособие по гражданству за месяц, проверяются все остальные необходимые требования к исполнению. Это означает, что, например, за этот месяц проверяется доход всех членов вашего благотворительного сообщества. Вы можете узнать, кто входит в ваше социальное пособие, в инструкции по заполнению основного заявления на пособие по гражданству на сайте, ссылка которой находится также в описании под этим видео. Вы также должны предоставить информацию о своих активах. При доходе гражданина за 1 месяц каждому члену потребительской общности выплачивается пособие в размере 15 тысяч евро. У вас есть вопросы по оформлению пособия по гражданству на месяц? Тогда обратитесь в местный центр занятости Германии. Цены на газ и нефть взлетели до небес. Однако многие домохозяйства увидят, что именно это означает для счета за отопление, только когда будет представлен следующий отчет о плате за обслуживание. Что ожидать? Все, наверное, заметили, что цены на печное топливо и газ в настоящее время растут как сумасшедшие. Любой, кто получил повышение цены от своего поставщика или даже был вынужден заключить новый дорогостоящий контракт с клиентом, может спеть об этом песню. Тем не менее, многие потребители только в ближайшие недели и месяцы узнают, что значит для их собственных кошельков резкий рост цен на отопление. А именно, когда в дом влетает очередной счет за коммунальные услуги от вашего арендодателя или администратора, и наступает изрядная задолженность. Этим домохозяйствам угрожает отсроченный ценовой шок. Ведь арендодатели и администраторы часто тратят много времени на расчет эксплуатационных расходов, в которых отопление составляет самый большой блок. Теоретически отчет за 2021 календарный год должен быть подготовлен только к концу 2022 года. Цены, которые в этом году снова выросли, не появятся в счете до 2023 года.